земном мире существуют души разных уровней развития, которые условно нами разделены на 3 основных категории: молодые души, средние и высокие. Именно уровни развития делают людей неодинаковыми по уму, чувствам, степени понимания окружающего и так далее. На то, на что не способна молодая душа, только начавшая свой путь развития в форме человека, способна средняя, которая не способна на то, что может понять и сделать высокая душа. Эволюция открыла врата для развития любой души, поэтому всякий глупец может однажды стать мудрецом, если сосредоточиться на своем совершенствовании. Глупец – это молодая душа, внутри пустая, так как она прожила очень мало воплощений и не накопила еще опыта. Однако на ее пути именно по причине отсутствия у нее жизненного опыта встает много преград и ловушек, уготованных отрицательной системой, которая жаждет направить молодую душу в свою сторону. Человеку, только начинающему эволюцию своего разума, трудно разобраться в этих ловушках самому и понять, что направляет его в положительную сторону, а что в отрицательную. Развитие не может обходиться без поощрения. Молодая душа в силу неопытности и непонимания многих процессов не видит конечной цели, к которой ее ведут небесные учителя. Но чтобы человек видел, что он идет правильно и совершает верные поступки, высшие ввели стимулы совершенствования. Они завершают какой-то этап развития человека определенным положительным эффектом, создающим душевный подъем, прекрасное настроение. Это награды, грамоты, премии. Главное, каждый стимул обязан создать эмоциональный подъем. Стимул, поощрение должны породить вдохновение в душе человека и тем самым пробудить у него желание совершенствоваться дальше, в таком же направлении, чтобы достигать новых побед. Награда дается с целью стимулировать личность к дальнейшему развитию. Особенно все это необходимо молодым душам. Несмотря на то, что многие из них могут выглядеть грубыми, ни к чему не восприимчивыми, на самом деле они очень ранимы, обидчивы и упрямы. Если их вести в развитие через принуждение, наказание, можно нанести им непоправимый вред, причинить большую душевную рану, пробудить ряд отрицательных качеств, дремавших при благоприятных обстоятельствах жизни. Меняются ситуации, меняется и человек. В благоприятных условиях жизни он никогда не раскрывает себя полностью. Очень много тайных глубин характера остаются скрытыми в человеке от других. И чтобы узнать об их существовании, человека нужно поместить в противоположные условия, в ситуации неадекватные. Особенно проявляют суть человека негативные ситуации. Поэтому в целях позитивного воспитания сначала надо заставить его наработать как можно больше положительных энергий, чтобы позитивная часть души превосходила отрицательную ее часть. Тогда неблагоприятные обстоятельства не смогут в полной мере пробуждать в ней черную сторону натуры. Такой человек начнет уже контролировать себя, и его можно будет всегда переубедить в каких-то неправильных взглядах. Поэтому важно в молодых душах не пробуждать как можно дольше негатив, не провоцировать их несправедливостью, а через стимулы заставить наработать как можно больше положительных энергий, определенных позитивных качеств. Чтобы душу заинтересовать положительным путем развития, высшим приходится расставлять на этом пути разные стимулирующие факторы. Ими могут служить простые слова поощрения, одобрения, похвалы. К стимулам относятся грамоты, медали, награды, кубки, различные призы, присуждение первых, вторых, третьих мест, материальные поощрения, премии. Простые рабочие подразделяются по квалификации на разряды. Первый разряд, второй, третий. Способствуя повышению зарплаты, эти разряды одновременно являются стимулом для повышения своего профессионального уровня. При использовании стимулов среди молодых душ, судьям и учителям важно быть справедливыми, потому что несправедливость, неправильная оценка действий человека часто пробуждает в нем протест, и душа может с положительного пути навсегда перейти на отрицательный путь. Для более высоких уровней развития стимулами являются всякие звания и степени. Младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, профессор, академик, степень бакалавра, магистра, доктора. Каждый человек стремится к этим званиям и носит их с достоинством и чувством большого удовлетворения. Но к стимулам развития, помимо общеизвестных факторов, относится и такое качество, как внимание к человеку. Особенно оно ценится молодыми душами. Молодая душа требует к себе большего внимания, чем зрелая, которая способна вообще обходиться без него. Внимание является формой эффективного стимулирующего воздействия, помогающего душе утверждаться в жизни, добиваться чего-то хорошего, любви, спортивных достижений, повышения знаний или успехов в определенном деле. Дети, которым уделяют должное внимание,
быстрее развиваются, так как через внимание человек передает им свои знания и жизненный опыт. А дети, которые остаются без внимания родителей и учителей, растут как сорняки. Именно на принципе внимания основано развитие певцов, артистов, танцоров и прочих деятелей искусства. Выступая, они получают необходимую их душе долю внимания, которая превращается в активизирующий стимул развития. Для того, чтобы усилить это внимание, пишутся статьи в газетах и журналах, используются теле- и радиопередачи, делаются записи дисков и так далее. И первая стадия внимания перерастает во вторую – славу. Слава тоже является формой внимания к человеку, но внимания более высокого уровня. Она же является и стимулом развития. Ради нее люди преодолевают большие трудности, многому учатся, набирают ряд замечательных качеств, доводят свои способности до совершенства. Но слава начинает таить в себе момент перехода от положительного к отрицательному. То есть она, как и моральные нормы, несет в себе определенный нюанс разделения душ. Она содержит ту грань, переход за которую способствует набору души уже не положительных качеств, а отрицательных. И обычно человек не замечает, как переходит эту грань и начинается или деградация, или отрицательный путь развития. Что способствует негативной стороне славы? Это зазнайство человека, гордыня. У него иногда появляется чувство своего превосходства над другими, своей необыкновенности. На пути к славе он может вступить на путь интриганства, уничтожения соперников или нанесения им вреда. А такие говорят, что они стремятся к славе любыми путями. А это означает, что они перешли на отрицательный путь. Чтобы на ранних стадиях развития терять как можно меньше душ, общество должно нянчиться с каждой молодой душой, стараться направлять ее на праведный путь, заложить в нее основу для совершенствования в позитивном направлении. А для этого необходимо прививать молодым душам основы высокой морали и нравственности, учить отличать позитив от негатива, добро от зла, положительное от отрицательного, низкое от высокого. Положительному совершенствованию способствует творчество, поэтому необходимо увлекать души разными видами творчества, придумывать для бесталанных такие виды его, в которых они могли бы приобретать первые творческие навыки, не ущемляя личное самолюбие от своей неспособности к чему-либо. Например, для этих целей очень полезно хоровое пение, когда смешиваются люди, умеющие петь, и люди, желающие этому научиться, но не обладающие ни слухом, ни голосом. В хоре ведут талантливые, а не умеющие еще ничего учатся вместе с ними. Простые танцы, спорт тоже очень полезны для молодых душ. Если же общество не занимается как следует их воспитанием, то очень много душ может перейти в отрицательную систему. И виновато в этом будет именно общество. Молодым душам необходимо давать изначально нужную направленность положительного совершенствования. Каждая молодая душа требует индивидуального подхода. Спокойных надо отправить по одному пути в ремесла, прикладное искусство. Активных нужно направлять в спорт, военное дело, спасательные отряды. Нужно обязательно бороться с их дурными привычками и наклонностями. Это и есть борьба за каждую душу. Когда борьба недостаточна, то душа достается отрицательной системе.